Доброе утро. Good morning. Those are the two easiest words in the Russian language that I know. Это два самых легких слова в русском языке, которые я знаю. I told you last time I know a few more words. В прошлый раз я вам говорил, что я знал больше слов. You know, I've traveled to the Caucasus quite a bit. Я ездил на Кавказ какое-то время до этого. Of course, there I learned a great word called arbuz. И там я выучил, конечно, еще одно прекрасное слово «арбуз». That means praise the Lord, right? Да, давайте за это поблагодарим Господа. No. Oh yeah. When it comes to food, you know, I love watermelon. И когда речь заходит о еде, то я хочу сказать, я люблю арбузы. But it's great to be with you again. И я рад с вами быть сегодня снова. Now, I don't know if you if you've been in an airport much, if you like airport food or not. И я не знаю, насколько часто вы бываете в аэропортах и насколько вы любите еду, которую там подают. Now, usually airport food is not very good, and they charge you a lot of money. Обычно еда в аэропортах, она не очень хорошая и тем не менее стоит очень дорого. And I spend quite a bit of time in airports. Я провожу довольно много времени в And аэропортах. I kind of avoid the food. И я стараюсь избегать еды там. But on our way to Zaporozhye, we stopped in Kiev, and we had a few hours. И когда мы ехали в Запорожье, мы остановились в Киеве, у нас было несколько часов. And of course, my favorite food in the whole world. И, конечно, моя любимая еда в мире. Did I tell you this last time? Я вам рассказывал об этом в прошлый раз. It's kind of dangerous to talk about food right before lunch, but. Я знаю, что это опасно говорить о еде, как раз время, когда уже подходит к обеду. But I told my wife, here are the 3 best foods in the world. Но я сказал своей жене, говорит, есть 3 самых лучших пищи в мире. Right? Say it with me, borscht. Первое борщ. And then what else? And of course, you have to know, I'm in Kiev. What do I want? Chicken Kiev. И, конечно, вы знаете, да, поскольку я был в Киеве, котлета по-киевски. And then pierogies or dumplings, whatever you call them. И, конечно, да, последнее это вареники или пироги, там, смотря как вы их называете. I don't know if I'd live on. I don't know if that'd be healthy, but I could live on that food right there. И я не знаю, сколько это было бы полезно, но я думаю, я мог бы прожить только на этих продуктах. And in the Kiev airport, we had borscht, we had chicken Kiev, and we had pierogies. И в аэропорту в Киеве как раз нам подавали борщ, нам подавали вареники и нам подавали котлету по-киевски. It was the best airport food I had in my whole life. Это была самая лучшая еда в аэропорте, которую вообще когда-то я пробовал в своей жизни. So guys, if you ever want to take your lady to a romantic, good food restaurant. Поэтому, парни, мужчины, если вы хотите когда-то взять свою женщину и повезти в ресторан с хорошей едой, go to the Kiev airport, Borispo, and get to the meeting place. И тогда едьте в Киевский аэропорт и встречайтесь там вместе. Better make sure, though, tell her we're not going down to holidays, we're just going to eat. Да, вы только убедитесь, да, в аэропорте, вы так можете и сказать, что мы не летим куда-то, да, девушке можете сказать куда-то, мы просто идем в аэропорт для того, чтобы там поесть. You see, we've been doing a marriage seminar Да, here last few days. последние 2 дня мы проводили здесь семинары. And in a few weeks, my wife and I were married for 35 years. И вы знаете, через несколько недель уже будет 35 лет, как мы женаты с моей женой. Now, Nancy, why don't you stand up and say... Так, Нэнси, да, попрошу тебя встать. See, my wife looks so young because I married her when she was 10 years old. So just so you understand the mathematics there. Да, для того, чтобы вы поняли математику, да, конечно, я женился на своей жене, когда ей было всего лишь 10. We say time and gravity has been much more kinder on her than it has been to me. И вы знаете, время и пространство было к ней просто намного более благосклонно, чем ко мне. I've been trying to lose weight, but I realized that that's not working so well. Я пытался потерять вес, да, я пытался похудеть, но увидел, что это не очень работает со мной. So I have a new strategy. Поэтому я придумал новую стратегию. I'm just going to try to grow taller. Я пытаюсь вырасти повыше. And hopefully that'll kind of work better than trying to lose weight. И надеюсь, для меня это сработает лучше, чем потерять вес. But so it's our 35th wedding anniversary. И поскольку это будет наше 35-летие, so we decided to go from Canada to the most beautiful city of Zaporozhye, and so this is her holiday. That's a good idea, huh? И поскольку вот такая годовщина к нам пришла, мы решили поехать, конечно, в романтическое путешествие и выбрали для этого Запорожье. Классная идея, правда? Now you think I'm joking? Вы думаете, я шучу?
But don't tell her that. That's the plan. That's the strategy. Но только не говорите ей о том, что я шучу, это такой план, специально я так все подсчитал. You know, in Vancouver, on the west coast where we're from, it's been raining just all spring. It's been raining. Вы знаете, в Ванкувере вот это время года, на западе Канады, там постоянно идут дожди. So we've been enjoying this beautiful weather here the last few days. It's been like a bit of heaven, so it's been great to be here. Поэтому мы реально наслаждаемся вот эти несколько дней вашей погодой. Да, для нас это просто как вот какая-то небесная такая погода здесь, в Запорожье. So your pastor, Ваш пастор? does he leave already? Oh, there you are. Okay, good. Well, I haven't driven with your pastor lately. Я последнее время не ездил с вашим пастором. But I was looking forward to that, but it hasn't happened yet. Я, конечно, очень ждал, когда это случится, но до сих пор у меня не было возможности в этот приезд. Those of you that were with us a year ago, you know why. А те, которые в прошлый раз помнят, когда я проповедовал, да, вы помните почему, да? He's a man after my own heart. Да, это человек, который следит за моим сердцем, да. But we haven't had a good time sharing, and I think we're going to be spending some more time tomorrow. И тем не менее у нас было прекрасное время, которое мы могли разделить вместе. И я думаю, что завтра также мы это But he продолжим. told me this morning that I have no more than 2 hours to share. И сегодня утром он мне сказал, что у меня есть не более 2 часов для проповеди. That was right? Was it 2 hours? Правда, да? До 2 часов? No, don't worry. We'll be out of here at 12. Не переживайте, мы в 12 все отсюда выйдем. And I'd like to share a story with you this morning out of the book of Ruth. И сегодня я хотел бы с вами поделиться историей из книги Руфь. Now, if this book was to be done as a stage play, as a theater production, there would be 4 acts or 4 sections. Если бы вот эту историю из книги Руфь можно было поставить как представление на сцене, то там было бы 4 акта. So we want to look at these 4 acts this morning as the curtain closes and opens on each one of these acts and see what the Lord had to say to us. И мы просмотрим сегодня именно эту историю, как вот такие 4 акта, когда открывается занавес и снова закрывается занавес, и мы посмотрим, что Господь нам скажет через это. Father, just thank you for your word. It's truth, it's life. Господь, благодарим Тебя за Твое Слово, это правда, это жизнь. Break the bread of your word to us this morning. Раздели свой хлеб, преломи хлеб свой для нас сегодня, этим утром, That we may take it in чтобы мы могли его принять, and that it may nourish us in those areas that we need this morning. и чтобы Он мог напитать нас в тех сферах, в которых мы нуждаемся этим утром. Well, it was in the time of Judges, Во время судей, and in the time of Judges there was a famine in the land. и во время судей, да, существовала одна семья. And there was this man from the city of Bethlehem. И был один муж, да, один мужчина из города Вифлеема. And things are getting pretty tough here, so he takes his wife and he says, let's go to Moab, another country. И в Вифлееме в это время наступили тяжелые времена. И он сказал, что нам нужно что-то делать. Он взял свою жену, и они переехали в другую страну, страну Моавитскую. And this man's name was Elimelech. И имя этого мужа, этого мужчины было Елемелех. And his wife was named Naomi. И его жену звали Нааминь. So as the curtain opens on the first scene in chapter 1, Итак, когда занавес открывается в 1 главе, we see them going off from their home country of Bethlehem as refugees to Moab. и мы видим как раз вот эти вот, да, предпосылки, мы видим условия, что семья была вынуждена, да, переехать из своего Вифлеема в землю Моавитскую. Well, while they're there, they have a couple sons. И когда они уже были там, у них родилось 2 сына. And their sons then find 2 wives. И их сыновья, естественно, нашли там себе жен. And at some point along this first story, at some point, Elimelech dies. И здесь, вот этой первой части истории, в один момент умирает Елемелех. But it gets even worse. Но становится еще хуже. This is almost like a Greek tragedy. Это прямо как вот греческая, да, или какая-то великая трагедия. Both of the sons also die. Оба сына также умирают. And so now, Naomi, who is not from Moab, she's a stranger here. И теперь Нааминь, которая находится в чужой стране, она странник здесь. Her 2 sons are dead, her husband's dead. Ее муж умер, ее оба сына умерли. She says, what am I doing here? Она сказала себе, что я делаю здесь? Things might be bad back home, but they can't be any worse than here.
И, возможно, там, дома, все так же плохо, такие же обстоятельства, но там не может быть хуже, чем сейчас мне здесь. So she talks to her 2 daughters-in-law. И поэтому она обращается к своим 2 невесткам. And one of them was called Ruth, Одну из которых звали Руф, and the other was called Oprah. и вторую звали Орфа. Actually, that's not true. It was called Orpah. Да, но Опра, да, он сказал, это очень по-английски похожие слова, и Орфа. Oprah, the one on TV, Ну, Опра, да, шоу Опры, кто вот смотрит, особенно в интернете. her name was supposed to be Orpah. Ее имя на самом деле должна была быть Орфа, да, как But when her по-библейски. mother filled out the reforms at the hospital, they made a mistake, so she became Oprah. Но когда ее мама заполняла бумаги в больнице, где она родилась, просто ее мама перепутала буквы, когда заполняла вот эту форму, поэтому она получилась Опра, а не Орфа, как по-библейски. True story. Реальная история. But don't worry, your salvation doesn't depend on knowing that. Да, ну не переживайте, ваше спасение не зависит от того, знаете вы или нет. Back to this. Orpah Поэтому Орфа and Ruth и Руфь are talking now to their mother-in-law. говорили со своей свекровью. And Naomi is saying, I'm going to go back to Bethlehem, my home country. И Наиминь говорит, я буду возвращаться в Вифлеем, мою родную страну. But you guys are still young. Stay here. You're from Moab. You can find husbands. Но вы обе, вы достаточно молоды, вы можете себе найти новых мужей из вашей родной земли, здесь в Моаве. And they said, no, no, we'll go with you. Но они сказали, нет, нет, мы пойдем с тобой. So they begin going on the journey. И они двинулись в путь. And eventually, you know the story. И далее вы знаете историю. And as they go along, Orpah decides, you know, I am going to stay here in Moab. Где-то во время пути Орфа действительно решила, что да, наверное, я останусь в Моаве. But Ruth says, no, don't quit talking to me about leaving. I'm going to go with you all the way to Bethlehem. Но Руф сказала Наиминь, ты можешь дальше меня не переубеждать, я все равно буду переезжать с тобой в Вифлеем. So as they walk back into Bethlehem, there's Naomi and there's Ruth. Поэтому, когда они добрались до Вифлеема, то они дошли уже вместе, Наиминь и Руф. And when they got into Bethlehem, the whole town was stirred up. Isn't this Naomi, the one that left with her husband? И когда они пришли туда, в Вифлеем, весь город пришел в движение. Все говорили, неужели это та же самая Наиминь, которая отсюда уехала со своим мужем? Did you hear the news? Вы слышали эту новость? Her husband died while she was there. Ее муж умер, когда они были там. Oh yeah, that was quite a tragedy. Это большая трагедия. And then it got worse. Her 2 sons died. И потом, вы знаете, еще хуже случилось, ее оба сына умерли. Well, you know, I told her not to go to Moab. И люди, наверное, говорили, да, я и говорил, чтобы она не должна переезжать в Моав. You know, I knew there was going to be trouble if they went over there. Да, мы знали, что точно будет какая-то проблема с ними, если они You know what? переедут. She had to go. They had to go do something new. You know, they couldn't just stay in Bethlehem like the rest of us. И зачем вообще нужно было ехать куда-то в новое место? Они просто могли остаться здесь, в Вифлееме, как, в принципе, все мы. You know, we've been here the whole time, and it's been tough. But you know, they take off and go, and we had to stay here. И, конечно, были тяжелые времена. И, понятное дело, они уехали, но мы здесь остались и как-то пережили. But they said to her, "Can this really be that same Naomi?" Но они говорили друг другу, неужели это действительно та же самая Наиминь? But we get a little bit of an insight into Naomi's heart condition at this point. И если мы посмотрим немножко глубже на состояние сердца Наимини в это время, Because she says, "Don't call me Naomi anymore. она сказала, не называйте меня больше Наиминь, Call me Mara. называйте меня Мара. Because the Almighty has made my life bitter." Mara means bitter. Потому что Всевышний сделал мою жизнь горькой. И Мара означает горькая. Maybe some of you embarked out on life and it was going to be an exciting journey. Возможно, многие из вас двигались по жизни, и она была для вас очень ярким путешествием. And then things happened. И потом что-то случилось. Unexpected things. Что-то неожиданное. Tragedy. Трагедия. Things you weren't planning on. Те вещи, которые вы не планировали. Even people were talking behind your back. И даже люди говорили за вашей спиной. Did you hear about Olga? Вы слышали об Ольге? Did you hear what happened to her? Вы слышали, что у ней случилось? I told them that was going to be trouble if they did that. Я говорил ей, так и знал, что вот так и произойдет, если они будут так поступать, или она будет так And you say, поступать. don't call me Olga. И она, например, говорит, не называйте меня больше Ольгой, Don't call me Sergey. не называйте меня Сергеем. Call me my real name, what I feel like. I feel bitter. Call me bitter.
называйте меня горьким, потому что горько это то, как я сейчас себя чувствую. Well, the curtains close. И здесь закрывается занавес. That's the first scene. Это первая сцена. The curtains open up again on the second scene of our tragedy here. И занавес нашей трагедии открывается во второй раз. Now, before any actors come on the stage of the second scene, И до того, как даже какие-то актеры появляются на сцене, на второй акт, the narrator of the play, постановщик вот этой вот пьесы says, now Naomi had a relative on her husband's side, a man of standing, whose name was Boaz. Автор или вот голос за кадром, да, он говорит, что у Наимини был дальний родственник, которого звали, могущественный человек, которого звали Ваос. See, that's for the audience's information. Это просто такая информация для аудитории. Ruth doesn't know that. Руфь об этом не знала. Naomi doesn't necessarily aware of that yet. И Наимини не обязательно могла знать об этом. But now they're in Bethlehem. Но теперь они в Вифлееме. Times are still tough. И время до сих пор тяжелое. And Naomi, she's not young anymore. И Наимини, она уже больше не молода. And Ruth is younger, and they say, we have to eat somehow. И Руфь, которая помоложе, говорит, что нам нужно как-то питаться. And in the time of the judges, there was an allowance for poor people. It wasn't a welfare system, but it was similar in some ways. И во время судей была такая система для бедных людей, которая работала следующим образом. When the people were doing the harvest by law, Когда люди собирали урожай they по закону, had to leave the edges. They had to leave some of the grain. They couldn't clean the fields completely. они должны были оставлять какие-то колоски, какую-то часть пшеницы, они не могли убирать поле подчистую. And that allowed for the poor people to come behind and just take some of the grain. И это позволяло бедным людям проходить по полям и собирать вот эти вот остатки, то, что оставили жнецы. Just a few leftovers. Несколько вот остатков вот этих колосьев. Just gleaning in between. Просто между снопами, там, где что-то осталось, упало. Now this was often done even after dark, either early in the morning, later at night. Очень часто это случалось или поздно ночью, или очень рано утром. And for a young woman, this was a dangerous thing. И для молодой женщины это было довольно опасное предприятие. The other workers in the field, Другие рабочие находятся на поле. other men could have taken advantage of a young woman like that. И вы знаете, да, вот мужчины, те работники, которые могли там находиться, могли изнасиловать эту женщину. Who's going to care about this foreigner anyway? Кто не будет вообще вспоминать, заботиться об этом какой-то пришельце? Nobody's going to care about this person from Moab. Никто не будет вообще вспоминать даже эту женщину из And Моаба. they have no real status. They're poor. И They're disenfranchised. у них нет никакого здесь статуса, они бедняки. But Ruth is willing to take the risk. Ruth is willing to take the Но risk. Руфь решила рискнуть. And so she goes in the field and she starts gleaning. Поэтому она пошла в поле и стала подбирать. And as she's gleaning in the field, И когда она подбирала, this rather dignified old gentleman on a horse comes riding and looking at his fields. He's the owner of the field. вот такой достойный, да, наверное, уже довольно даже пожилой человек выезжает на коне своем в And поле. he's looking and he sees this young woman. He says to his worker, who's this young woman there working in our field? И он Gleaning in the field. смотрит на свое поле и замечает и спрашивает своего служителя, кто эта молодая женщина, которая вот здесь наклоняется на поле. And the supervisor, the overseer says, well, didn't you hear the story? The supervisor says, didn't you hear the story? И вот этот его служитель говорит, неужели ты не слышал эту историю? Yeah, this is Ruth's daughter. Naomi's daughter-in-law. She's from Moab. Это невестка Наимини, они вернулись из Моаба. And so Boaz, he says to Ruth, И Ваас говорит Руфе, he says, you stay and glean in my field. You can have as much grain as you can take. ты оставайся здесь, на моем поле, ты подбирай здесь, и ты можешь брать столько, сколько тебе нужно. He says, I know your story. Я знаю твою историю. And he says, I've heard how you're helping your mother-in-law. Я слышал, он говорит, я слышал о том, как ты помогаешь своей свекрови. How you left your father and mother and you left your homeland to help your mother-in-law. Как ты оставила свою родную землю и переехала сюда для того, чтобы помочь своей свекрови. Then he goes over to a supervisor. И потом он подходит к этому своему служителю. He says, hey, tell the rest of the workers to, don't clean the fields too much. Leave a little extra there so she has more. И он говорит, скажи, пожалуйста, другим рабочим, для того, чтобы они
побольше оставляли, чтобы больше она могла собрать, чтобы ей легче было. So at the end of the day, when she gathered all the grain, and И she поэтому- thrashed out the chaff, В конце дня, когда она пособирала все эти уже колосья, очистила, she wound up with about 13 kilograms of wheat or... у нее было приблизительно 13 килограмм пшеницы. And she goes back home. И она возвращается домой к Наимине. And Naomi sees it, says, this is unbelievable. How did you get all this grain? И Наиминь говорит, это невероятно. Как ты смогла собрать столько пшеницы? She says, well, you know, it's a funny story. Она говорит, ты знаешь, это веселая история. I was just kind of going about just, well, like you said, just taking a little bit of grain. Я пошла в поле, и так как ты меня учила, я подбирала вот эти вот остатки. And then this guy on this horse, he comes riding along. И потом подъехал вот этот мужчина на лошади. And he talks to me. It sounds like he kind of knows me or something. И он так со мной говорил, как будто бы я какая-то его знакомая. And I think, and his name was Boaz. That's right, his name was Boaz. И мне кажется, да, точно, его имя было Боаз. And then Ruth says, you know what? I think he's one of our relatives. И Наиминь говорит, Руф, ты знаешь, мне кажется, это один из наших родственников. Make sure you stay in that field and glean. I think this is going to be a good thing. И да, продолжай, также и продолжай собирать на его поле. Мне кажется, что это может быть очень хорошо для нас. The curtain closes. И здесь закрывается занавес. That's scene number 2. И заканчивается сцена номер 2. Now we're waiting for the third scene. What's going to happen next? И теперь мы ожидаем третьего акта. Что In случится дальше? chapter 3, the curtain opens. В третьей главе занавес открывается. And Ruth, Naomi says to Ruth, И Наиминь говорит Руфе, we need to, you know, you're single, that's not good. We need to find a family for you. говорит, ты одинока, и это нехорошо, мы должны найти для тебя семью. I know you're from Moab and you don't know our customs here. И я знаю, что ты из Моава, и ты не знаешь наши обычаи здесь. But we have this thing called a kinsman redeemer. Но у нас есть здесь такой обычай, Sorry, I don't know if you know that. который называется вот... I'll explain it. Да, сейчас он объяснит этот обычай точно, What как это that происходит. means is that if we have a relative who's willing, he will take us under his wing and he will look after us. Да, этот обычай состоит в следующем. Если есть родственник какой-то, то он может нас взять под свое крыло и защищать нас. And so what you need to do is you need to go and after the work is done, you need to be kind of next to him so that he knows that you're willing to embark on this type of relationship, being kinsman redeemer. То тогда ты должна сделать следующим образом. Ты должна пойти к нему и остаться с ним наедине и показать то, что ты хочешь, чтобы этот родственник, вот он мог заботиться о нас, заботиться о нашей семье. There was nothing weird about this. This was just the way that someone could get an inheritance who had nothing. И ничего странного в этом не было. Это был нормальный обычай для тех, кто хотел получить какую-то для себя защиту, какое-то покровительство. And so in chapter 3 we see that Ruth does this with Boaz. И в 3 главе мы видим, как Руф делает это для Вооза. And so Boaz says, let me see what I can do, because I think there is someone who's even a closer relative than me. И Вооз ей тогда ответил, говорит, да, я понимаю вот то намерение, которое у вас есть на Наиминию, но давайте посмотрим, что я смогу сделать, потому что есть родственник, который ближе, чем я для вас. So now you have to realize Boaz was probably a lot closer in age to Naomi than he was to Ruth. И чтобы вы могли понимать, Вооз, скорее всего, был по возрасту ближе к Наимине, чем к Руфе. See, here we see Ruth, a foreigner, just willing to be a servant, glean in the field. И здесь мы видим Руф, да, вот эту служанку, которая хочет только подбирать колосья на поле. And now she's saying she's willing to marry this older guy so that she can make a life for her mother-in-law in the future. И здесь мы видим, она идет на следующий шаг. Она предлагает этому мужчине взять себя в жены для того, чтобы еще лучше сделать и облегчить жизнь своей свекрови Наимине. So in the fourth scene, the final act of this play, И поэтому 4-я сцена, это финальный акт этой пьесы. in chapter 4, В 4 главе we see Boaz going to the elders of the city. мы видим Вооза, который идет к старейшинам города. He says, I am willing to be, the kinsman redeemer, I'm willing to stand in place and marry.
И он говорит старейшинам: я хочу воспользоваться этим обычаем и хочу жениться на Руфе. But he says one of you Но говорит, один из вас is closer, so you have the right to do this first. является более близким родственником, поэтому вы имеете первоочередное право передо мной. But you have to realize that if you do that, Но вы должны понять, да, или ты, этот родственник, должен понять, что если ты это сделаешь, means that you have to raise up an heir for Naomi. Значит, что ты должен будешь дальше вырастить. You have to raise up an heir for Naomi, eventually the mother-in-law. Ты должен An будешь. heir, or a child. Ты должен будешь позаботиться и дать наследника, да, роду Наимини. And that person would have the right to even your own inheritance. И ты должен понимать, что этот родившийся ребенок, да, этот потомок, он будет иметь право на наследство от тебя. Well, the relative that was close says, you know what? I don't want to jeopardize. I've got sons. I want them to get my inheritance. I don't want it to go to this Ruth and Naomi. И вот этот родственник, который был более ближе, говорит: нет, я не хочу ничего портить, ничем рисковать. У меня есть собственные сыновья, я хочу, чтобы они получили мое наследство. But Boaz says, I'm willing, and I'll do that. И Вооз говорит: ну я хочу, и я сделаю так. So when we look at this 4th chapter, И когда мы смотрим на эту 4 главу, we see Boaz marrying Ruth, мы видим, что Вооз берет в жены Руфь, and they have a child. и у них рождается сын. And if you look at the end of that chapter, И если мы посмотрим на конец этой главы, verse 13, it says that Boaz took Ruth and she became his wife. мы видим там в 13 стихе о том, что Вооз взял Руфь себе в жены, And she gave birth to a son. и она родила сына. Now, all the ladies said, oh, this is great, Naomi. И все женщины, конечно, наверное, говорили: Наиминь, это прекрасно. And they said, Naomi now has a son. И они говорили: Наиминь, у тебя теперь есть сын. Well, now, if I'm Ruth, И теперь, представь себе Руфь. I'm going, I carried this baby for 9 months. И Руфь говорит, что я буду носить этого ребенка 9 месяцев. I'm the foreigner. I'm the one that gleaned in the field. И я чужестранка, да, я подбирал колосья на поле. I'm the one that married this old guy. Я вышла замуж за этого старика. And now they're saying it's Naomi's son. И теперь все говорят, что это сын Наимини. See, Ruth was very selfless. И мы видим, что Руфь, она была очень, она не была эгоистичной. She had the big picture. Она видела большую картину. You know, you might identify a little bit with Ruth. И мы можем себя немного идентифицировать с Руфью. There's times in our life when we're just kind of gleaning in the field. We're just trying to survive. Иногда в нашей жизни мы как будто бы подбираем в поле, и мы просто пытаемся выжить. We don't really know what's going on. We're just trying to make it day to day. И мы не знаем, что происходит глобально, мы просто пытаемся прожить день ко дню. We're not thinking about legacy. We're not thinking about the future. We're saying, I just need enough food for today. И мы не думаем о каком-то будущем, о возможностях, мы просто хотим найти еду на сегодня. But there's something about Ruth and Naomi, this story, that is incredibly encouraging for each one of us. Но здесь, в этой истории о Наимине и Руфе, есть кое-что, что является очень большим ободрением для нас. See, because from our perspective, we're just gleaning in the field. Потому что часто с нашей перспективы, с нашего взгляда, мы как будто бы подбираем на поле. We're just trying to do what's right. Мы стараемся делать это хорошо. But sometimes we even feel bitter. Но иногда мы чувствуем себя вот горько. God, why did you do this in my life? Господь, зачем ты сделал это в моей жизни? Why do I have to be going through this? Почему я должен переходить через это? It's not fair. Это нечестно. But God has a perspective on our life Но у Господа есть видение для нашей жизни. that's much different than ours. И оно часто отличается от нашего. Because God sees not just the past and the present, He also sees the future. Потому что Господь видит не только прошлое и настоящее, но Он видит и будущее. What was the result of Ruth gleaning in the field? Какой был результат того, что Руфь подбирала на поле? What was the result of this foreigner having a baby in Bethlehem? Какой был результат того, что эта чужестранка родила ребенка в Вифлееме? Bethlehem. Вифлеем. Where else have we heard of Bethlehem? Где еще мы с вами слышим о Вифлееме? Well, let's look at verse 16. Давайте посмотрим стих 16. They had the son, and what did they call him? А у них родился сын, и как они его назвали? They named him Obed.
Они назвали его Авид. That's exciting, huh? Прекрасно, правда? No amens on that? They named him Obed. Amen. Да, почему никто не говорит аминь на это, да? Они назвали его Авид. Crazy Canadian. What do you mean Obed? Who cares about Obed? Что этот канадец здесь пытается сказать, вообще непонятно, да, наверное. And what? He was the father of Jesse. И он был отцом Иисея. Can I hear an amen on that? Почему я снова не слышу такое бравое аминь на это? He was the father of Jesse. Amen. Он был отцом Иисея. Or amen, right? You don't say amen. Не говорите аминь, да, сейчас. You're not excited yet? Вы до сих пор не воодушевлены? Who was the son of Jesse? Кто был сыном Иисея? David. Давид. Now fast forward hundreds of years И теперь давайте перенесемся еще через несколько сотен лет. to Matthew chapter 1. К Матфею 1 главе. Now I know how many people like to read genealogies, all the names of so-and-so, begat so-and-so, begat so-and-so. Is that exciting reading? Я не знаю, насколько многие из вас любят читать вот эти вот родословные от одного рода к другому. Не знаю, может быть, это для вас что-то прекрасное. On your next sermon, that's what you need to do. Just read the genealogy. Поэтому Классно. в вашем следующем служении просто прочитайте вот эту генеалогию. In this genealogy of Jesus, И здесь вот это родословная Давида. there's 4 ladies. И Very unusual. в ней упоминается 4 женщины. We have Tamar. Да, Фомарь, да. Это да, жена Иуды. Right? And we know her story. И мы тоже Tragic знаем story. ее историю, тоже трагическую Remember, she историю. was raped by her brother. Вы помните, да, она была изнасилована своим братом. Yeah. We have Rahab. И мы имеем Раав. She was a prostitute. Она была блудница. We have Ruth, И дальше мы имеем Руфь, who was a foreigner from Moab. которая была вообще чужестранка, моавитянка. And we have Mary, the mother of Jesus. И последняя это Мария, мать Иисуса. Now, do you think when Ruth was gleaning in the field, И теперь, когда мы подумаем об этой Руфе, которая подбирала колосья, oh, someday somebody is going to write me up in the genealogy when they write the Gospel of Matthew? представьте себе, да, она не думала о том, что когда-то я смогу попасть в родословную Господа. That's why I'm gleaning in the field. Да, поэтому, да, я сейчас подбираю колосья. Do you think she was thinking that? Как вы думаете, она думала так, предполагала? She didn't have a clue. Она даже не имела понятия, вообще даже догадки. Kind of like our lives. Точно так же и в нашей жизни. We're just doing what we know to do. Мы просто делаем то, что мы знаем, как делать. Some of you might even be bitter of some of the things that have happened in your life. И может, некоторые из вас ощущают себя горечь ощущают от того, что происходит в You don't жизни. know how God is going to put the pieces together. Но вы не знаете, как Господь потом сложит все эти кусочки вместе. But the hope we have Но надежда, которую мы имеем, is that we have someone who is superintending our lives, что есть кто-то, кто имеет общее видение нашей жизни. and He is working in our lives when we don't even know what's going on. И Он работает над нашей жизнью, даже когда мы часто не понимаем, что происходит. See, when I look at my life, often it looks like this. И когда я смотрю на свою жизнь, иногда она выглядит вот как эта салфетка. This isn't the best example, but you'll get my idea here. Это не лучший пример, но я думаю, вы поймете, о чем я. We can kind of see what's going on, but it's kind of the backside of the story. Да, и мы не видим, что здесь происходит, но это обратная сторона истории. You ladies know, a lot of times it's not as nice as this. There's loose threads and pieces, and you can't even tell what the picture looks like. И, конечно, особенно женщины, вы это понимаете, во время того, как происходит вот эта вот вышивка, часто тут просто какие-то нитки, она где-то на чем-то натянута, и непонятно, к чему это все ведет. See, when you read Ruth, that's kind of what it looks like. Поэтому, когда вы читаете книгу Руфь, вы можете тоже проследить, как это происходит. But we know from the story that Ruth Но мы знаем из истории, что Руфь was part of the genealogy of David, стала частью родословной Давида, who was the genealogy of the Messiah, Jesus. который был родоначальником, был частью родословной Иисуса Мессии. God was doing something that looked much clearer. И Господь сделал просто так, что все стало выглядеть намного более понятно. And I'm here to tell you this morning, He's doing the same thing in your life. И поэтому сегодня утром я хочу вам то же самое сказать. Он делает это в вашей жизни. You're just seeing the backside right now. Вы сейчас видите только то, что находится за сценой. Вы видите только обратную сторону. But if you continue following Him and stay connected with Him,
Но если вы продолжите следовать за Ним и оставаться вместе с Ним, sometimes later in life we see how He's putting the pieces together. через некоторое время мы просто можем увидеть, как Он складывает вот эти вот пазлы, как вот эти части вместе. But other times we don't see that so clearly. Но в другое время, да, временами мы не видим это так ясно. And it's one day only when we get to heaven. И будет один день, когда мы попадем на небо. We'll say, Lord, there were times I just felt bitter. И мы скажем Господу: Господь, да, были времена, когда я чувствовал I had горечь. questions. У меня были вопросы. I was trying to do my best. Я старался делать лучше. Can you explain to me now Ты можешь мне теперь объяснить, why I had to go through that? почему я должен был пройти через это все? And He's gonna, after He wipes the tears from our eyes, И далее, да, Он сотрет слезы с наших глаз let me explain to you the big purpose of your life. и скажет: теперь позволь мне объяснить вот эту великую цель твоей жизни. You know, the year was 1910, and I'll close with this story. И вот 1910. был 1910 год, я хочу закончить этой историей. And there was this young woman who was 18 years old. И была одна молодая женщина, которой было 18 лет. Her ancestors had come to Russia 200 years earlier. Ее About 150 years earlier. да, ее род, да, ее предшественник, ее семья, да, они переехали в Россию где-то 150 лет до этой даты. She was German, and and when Catherine the Great was on the throne, she asked Germans to come into Russia and farm. И она была немка, да, и ее, собственно, ее род, да, они переехали в Россию, да, во время того, как Катерина Великая правила. Well, in 1910, this young woman В 1910 году эта молодая женщина, says, I'm going to go back to my country of Germany. она сказала: я хочу вернуться в мою родную страну Германию. So at 18 years old, she goes back with her family to Germany. Поэтому в 18-летнем возрасте она вернулась со своей семьей в Германию. And she lives there, she gets married, she has children. И она осталась жить там, она вышла замуж, у нее появились дети. And in 1930, her husband says to their youngest son and to the family, I want to go to a foreign country, I want to go to the West and see if I can make a better life for myself. И далее, через определенное время, ее муж сказал ее сыну о том, что я хочу переехать дальше, более западнее, и в западную страну я хочу увидеть, да, что я смогу там сделать, насколько я смогу. So this woman who was 18 in 1910, now she's middle-aged, her name is Henrietta. И теперь эта женщина, да, это прошло 30 лет, да, ей тогда было 18, теперь ей около 40, и ее звали Генриетта. She says Destavdanya to her husband and her youngest son, and they go off to Canada. And they go off to Canada. No, just her husband and her youngest son. И сейчас, да, когда уже она в таком вот 40-летнем возрасте, ее муж и ее сын, они переезжают To Canada. в Гану. Now this young man was now only 14 years old. И этому сыну, да, их было всего 14 лет. His name is Rudy. Его звали Руди. And he went there and they began farming in Canada. И они переехали в Канаду, извините, да. Они переехали вместе, да, вот этот отец и сын, они переехали в Канаду и стали там заниматься сельским хозяйством, фермерством. In 1935, В 1935 this lady who's still in Berlin, вот эта женщина, да, Генриетта, которая до сих пор в Берлине была, she gets a message, why don't you come, we're ready now to have you in Canada, we have a house made. она получает такое сообщение о том, что ты можешь приехать к нам, у нас теперь есть дом, у нас есть место. I thought that meant I had to quit right now. Does that mean I have to stop right now? Я не знаю, возможно, это был знак, да, что мне надо заканчивать, я не в курсе. Okay, I can't tell you the rest of the story, sorry, I can't tell you the rest of the story. Sorry, I have to... Все, ну извините, значит, я с вами не смогу рассказать конец истории, все время вышло. Praise the Lord. Да, давайте прославим Господа. On her way to Canada, she stops in Berlin at a little Baptist church. И во время ее уже пути в Канаду она останавливается в одной церкви в Берлине, баптистской церкви. And she gets saved. She becomes a Christian. Да. И она, да, останавливается в одной из баптистских церквей, попадает в баптистскую церковь, и она получает спасение, она становится христианкой. She arrives in Canada and she begins witnessing to her husband and the son Rudy, who's now 19 years old.
И она переезжает туда, в Германию, и она, естественно, начинает свидетельствовать своему мужу и своему сыну. And this young man of 19, he gets saved. He becomes a Christian. И вот этот вот уже молодой человек, которому уже 19, он также становится христианином. Well, he continues building houses in Canada. Они продолжают строить дома в Канаде. He gets married. He has 5 children. Он тоже женится, у него 5 детей. And he ends up with three daughters and 2 sons. И в итоге, да, у него 3 дочерей, 2 сыновей. And his youngest son, И его младший сын, his name is Philip. его звали Филипп. See, that young lady of 1910, that was my grandmother. И вот эта женщина из 1910 года, это моя бабушка. Now, my grandmother never drove a car. Моя бабушка никогда не водила машину. She never wrote a book. Она никогда не писала книги. She never learned English. Она никогда даже не смогла выучить английский. But she could make great borscht. Но она умела готовить отличный борщ. But she didn't know what her life would mean. Она не знала, к чему приведет ее жизнь. In the year 2010, В 2010 году I was in the southern part of Russia along the Volga River. я был в южных частях России, около реки Волга. And as I was there, I found out there was a German community there, and a Lutheran church had been planted hundreds of years ago. И когда я был там, я узнал, что там находится поселение, старое немецкое поселение и лютеранская церковь. And I talked to my father, remember that 19-year-old man? И я обратился к своему отцу, да, вот этому уже 90-летнему старику. And we discovered that exactly 100 years from when my grandmother left that region, I was back preaching in that same area. И мы выяснили, что ровно 100 лет прошло с тех пор, как моя бабушка переехала, да, отсюда, да, и здесь, и теперь снова проповедую в России. See, God has a plan for your life that's much bigger than you can even comprehend just your life. Поэтому вы должны понимать, что у Бога есть план, который намного больше того, что вы себе представляете. And you might be just like my grandmother. И, возможно, вы как моя бабушка. Now, my father, И мой отец on Monday, в понедельник, he turns 102 years old. ему будет 102 года. He's still living. До сих пор жив. He's followed Jesus his whole life. И он следует за Христом всю свою жизнь. But he hasn't traveled. Но он не путешествовал, He hasn't written a book. он не написал He книги, hasn't done anything important or exciting, what we would think is. он не сделал ничего такого великого или чего-то да, там невообразимого в своей жизни. But I'm doing what I'm doing today, traveling the world, because of their legacy, because of what they did, that I can stand on their shoulders. Да, но то, что я сейчас делаю, то, что я езжу по всему миру, это происходит, потому что я пользуюсь их наследием. И это делаю на плечах, на их плечах, которые они подставили мне, да, с помощью своей жизни. Ruth's life was vitally important Жизнь Рухи была жизненно необходима, жизненно важна in terms of the coming of the Messiah. в перспективе прихода Мессии. Who knows what God is doing in your life, the tapestry that He's weaving of your life? Никто не знает, да, что происходит в вашей жизни, да, вот эти вот какие-то сложные обстоятельства, которые You might think происходят. I'm just a young woman like Ruth. Who cares? God doesn't care about me. What does it matter what I do in my life? Можете думать о себе, я вот как это Руфь, да, ничего не значу, я всего лишь молодая девушка. You might be older in life and think you have more bitterness than happiness. Или вы можете быть уже постарше возрастом и думать, ну в моей жизни больше горечи, чем радости. God has a plan. У Бога есть план. Don't give up hope. Не сдавайтесь, не покидайте надежду. He's doing something behind the scenes. Он делает что-то за сценой. And you may not understand the full extent of that in your lifetime. И вы можете даже не понять это на протяжении всей своей жизни. Even if you live to 102. Даже если вы доживете до 202 лет. But in eternity, Но в вечности we will understand what God is doing. мы поймем, что делал Господь. Father, thank you for your word. Господь, благодарим Тебя за Твое Слово. Thank you that you're working in our lives. Спасибо, что Ты работаешь в наших жизнях. And at times we don't know what you're doing. И в те времена, когда мы не знаем, что Ты делаешь, We get discouraged. мы разочаровываемся. We say, I wasn't expecting life to go this way. Мы говорим, я не ожидал, что моя жизнь так повернется. But Father, you come to us and you say, I have a plan and a purpose. Do not be discouraged. Но, Отец, Ты обращаешься к нам
и говоришь о том, что у меня есть план и цель для твоей жизни, поэтому не огорчайся. For those here this morning that are struggling with discouragement and depression and saying, what are you doing in my life? И, Господь, для тех, которые сейчас являются в этом разочаровании, и они говорят: Господь, что ты делаешь в моей жизни? I pray you encourage us this morning. Я молюсь, чтобы ты поддержал нас, ободрил нас этим утром. That you have a plan, you have a purpose. Что у тебя есть план и есть цель. And Father, I pray you will help us see what that is. И, Отец, я молю Тебя, помоги нам понять и видеть это. Help us to remain faithful. Помоги нам остаться верными. And that one day we will truly see the purpose you have for us. И однажды мы увидим настоящую цель, которую Ты имеешь для нас. In your name. И во имя Твое. Аминь.